С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru, и вот 10 самых дешевых электромобилей, которые уже есть в продаже. На 10 месте Nissan Leaf. Цена 33 500 евро. Открывает наш список не самый дешевый Nissan Leaf. Это электромобиль, который вы можете всерьез рассматривать как свой единственный автомобиль. Нынешний Leaf выделяется своим запасом хода. Согласно последним тестам WLTP, Nissan указывает запас хода в 270 км, и вы действительно можете получить около 260 км при повседневном использовании, по крайней мере летом. Холодная погода серьезно ограничивает запас хода электромобиля, и вам должно повезти, чтобы вы проехали 150 км. Если вы хотите пойти еще дальше, то Nissan Leaf E+, в названии которого знак плюс означает, что эта версия имеет большую батарею, и она дает запас хода в 380 км. Leaf E+, также имеет большую мощность, 214 лошадиных сил по сравнению с 148 лошадиными силами у стандартного автомобиля. Зарядка Лифа через домашнее зарядное устройство мощностью 7 кВт займет 7,5 часов. Быстрое зарядное устройство 50 кВт зарядит стандартный автомобильный аккумулятор от 20 до 80% за 1 час. На 9 месте идет Renault Zoe. Цена 29 800 евро. Renault Zoe идеально подходит для коротких поездок на работу и по делам. Официальный запас хода составляет до 400 км. Zoe практичнее, чем Volkswagen E-Up, и дешевле, чем BMW i3. Zoe доступен на выбор с электродвигателем на 107 лошадиных сил или 134 лошадиных силы. Литий-ионный аккумулятор находится под сидениями. Полная зарядка от станции в 22 кВт через гнездо Type 2 займет 3 часа. Домашняя зарядка мощностью 7,4 кВт потребует чуть более 9 часов для заряда батареи. Зарядка постоянным током через порт CCS доступна только в качестве опции. Это позволит зарядить батарею на 80% за 70 минут. На 8 месте Peugeot E208. Цена 29 300 евро. Peugeot E208 – симпатичный и высокотехнологичный небольшой электромобиль, который выглядит веселым и модным. Запас хода составляет 320 км летом и около 240 км зимой или в длительных поездках на высоких скоростях. Время разгона до 100 км в час составляет 8 секунд. E208 очень легко заряжать. Порт CCS и Type 2 открывается на заднем крыле и позволяет заряжаться на большинстве общественных зарядных станций или дома. Домашняя настенная зарядка мощностью 7 кВт будет заряжать E208 примерно за 8 часов, в то время как автомобиль также может получить быструю зарядку на 100 кВт, что добавит 160 км к запасу хода примерно за 20 минут. На 7 месте Mini Electric. Цена 28 тысяч евро. За рулем Mini Electric так же весело, как и на многих других Mini. Ничто не подготовит вас к мгновенному крутящему моменту от 181 сильного электродвигателя. Время разгона до 100 км в час занимает 7,3 секунды. Аккумуляторная батарея на 32,5 кВт-часов расположена под задними сиденьями и вдоль корпуса автомобиля. Следовательно, центр тяжести находится на низком уровне, а это позволяет уверенно проходить повороты на высоких скоростях. В мире, где запас хода в 320 км кажется минимальным, официальный максимум Mini составляет 230 км. Полная зарядка занимает 2,5 часа от домашнего зарядного устройства мощностью 11 кВт. На 6 месте Volkswagen E-Up. Цена 23 100 евро. Volkswagen E-Up – это электрический городской автомобиль, который имеет энергоемкую батарею на 36,8 кВт-часов.
и максимальный запас хода до 260 км по правилам WLTP. Этого достаточно для автомобиля, предназначенного в основном для передвижения по городу и для ежедневных поездок на работу. Время разгона до 100 км в час занимает 11,9 секунды. Он очень легко разгоняется до максимальной скорости в 130 км в час. Что касается зарядки, то Volkswagen не смог сопоставить большую батарею с более быстрой подзарядкой. Зарядка аккумулятора через порт CCS на 40 кВт остается самым быстрым способом. Зарядка от 0 до 80% батареи займет около часа. Настенная зарядка переменного тока мощностью 7,2 кВт для домашней зарядки предлагается в качестве опции, позволяет заряжать батарею в течение 4 часов, а от стандартной трехконтактной вилки ожидайте, что полная зарядка займет около 16 часов. На пятом месте Seat Mii Electric. Цена 22 300 евро. Это современный городской автомобиль, но электрическому Seat Mii по-прежнему требуется старомодный ключ, чтобы начать путешествие. Когда вы находитесь в пути, трудно не использовать мгновенное ускорение. Кто бы мог подумать, что разгон от 0 до 50 км в час может быть таким приятным. Обратной стороной является то, что если вы слишком часто топите, вы вряд ли приблизитесь к заявленному запасу хода в 260 км. По цене Mii Electric находится между двумя своими собратьями по Volkswagen группе. Это Skoda Citiga e-iV и Volkswagen e-up, предлагая отличный баланс динамики маленького автомобиля и роскоши большого автомобиля, а также высочайший уровень комфорта. На четвертом месте Smart EQ44. Цена 20 тысяч евро. Smart EQ44 поставляется с той же батареей на 17,6 кВт-часов, что и его собрат EQ42. Однако из-за своего дополнительного размера и веса, почти на 200 кг тяжелее, EQ44 имеет заявленный максимальный пробег на одном заряде всего 130 км. У него также более медленное ускорение до 100 км в час и занимает 12,7 секунды. Однако благодаря добавлению двух дверей EQ44 намного практичнее, чем двухдверный EQ42. Увеличение колесной базы на 621 мм означает, что EQ44 может вместить 4 взрослых, а уровень оснащения внутри помогает создать ощущение элитарности, передние сиденья с подогревом, двухсекционная панорамная крыша, кожаная обивка сидений и 7-дюймовый информационно-развлекательный экран. На третьем месте Skoda Citiga e-iV. Цена от 19 600 евро. Пятидверный городской автомобиль Citiga e-iV тесно связан с Volkswagen e-up, поскольку оба используют одинаковую комбинацию шасси, аккумулятора и электродвигателя. Citiga e – это первый полноценный электромобиль Шкоды. Более дешевая версия Citiga e-iV SE имеет меньше игрушек и только обычную зарядку вместо быстрой DC-CCS, которая является стандартной для двух моделей. Citiga e имеет электродвигатель мощностью 82 лошадиных силы с аккумулятором на 36,8 кВт-часов, который может обеспечить запас хода около 260 км на одном заряде. На втором месте Smart EQ42. Цена от 19 500 евро. Крошечный Smart EQ42 имеет мощность 81 лошадиную силу и максимальную скорость 130 км в час. EQ42 также имеет удивительный разгон от 0 до 100 км в час за 11,6 секунды. А для зарядки от 10 до 80% потребуется чуть более 3 часов от домашней настенной коробки. Установлена более сложная подвеска по сравнению с предыдущим поколением, что делает EQ42 гораздо более податливым и удобным для длительных поездок.
если расстояние не превышает 130 км. И на первом месте, конечно же, Renault Twizy. Цена 12 500 евро, плюс аренда аккумулятора. Неудивительно, что Renault Twizy самый дешевый электромобиль на рынке сегодня. Кроме того, это одна из самых маленьких машин в истории. В то время как жалкие 17 лошадиных сил и ужасная максимальная скорость 80 км в час могут отпугнуть многих, Renault утверждает, что полная зарядка стоит всего 1 евро. У него длительный процесс зарядки – 3,5 часа, что позволяет водителям проехать до 100 км. Однако не ожидайте, что в реальности вы сможете проехать намного больше 80 км. Также, чтобы не покупать батареи, вам придется арендовать их у Renault, что приведет к дополнительным эксплуатационным расходам. Однако Renault отремонтирует или заменит любые арендованные батареи, производительность которых ниже 75% от их первоначальной емкости. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, какие еще электромобили вы бы добавили в этот список. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что за электромобилями будущее. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.